Привет, друзья! Привет! Мы продолжаем серию «Простые рецепты». Поскольку у Евы еще больная рука. Но есть существенный прогресс. Гипса больше нет. Но еще я не могу работать, а могу делать вот так. Так что шеф-поваром пока продолжаю оставаться я. И сегодня мы будем печь очень простой десерт – цитрусовые кексы. Основа каждого из этих кексов одинаковая. И туда входит стакан сахарного песка, 3 яйца, растительное масло 7 столовых ложек, 2 стакана муки и 15 грамм разрыхлителя. Самое главное, конечно, цитрусовые. Мы решили взять апельсины и лимоны. Но вы можете брать грейпфруты, лаймы, в общем, все, что вам нравится. Мы приготовим 2 разных кекса. Основа будет, вот мы уже специально подготовили, одинаковая, как сказала Ева. Один кекс будет с апельсинами, другой кекс будет с лимонами. Потому что кто-то у нас любит послаще, а кто-то любит покислее. Поехали? Поехали. Начинаем с апельсинового кекса. Для этого нам надо нарезать апельсин на небольшие кусочки. Мы его предварительно хорошо помыли, потому что мы шкурку не отделяем. Цедра нам тоже здесь нужна. И, дорогие друзья, если вдруг у вас нет такого блендера, то все это можно сделать с помощью погружного. Никакой разницы вы не почувствуете. Закидываем апельсины в блендер. Добавляем сразу сахарный песок. Взбиваем туда 3 яйца. Так, ловко получается. Профессионал по яичнице. И не только. Так, заливаешь масло и пробиваем. Теперь убираем крышку блендера. Убираем оттуда нож. Всыпаем уже просеянную муку, разрыхлитель и аккуратно лопаточкой все перемешиваем до однородности. Давай, мешай активно, чтобы у тебя получилась однородная масса. Главное, что не надо мыть лишнюю посуду. Ну-ка, подержи ковшик. Я проверю консистенцию прошу. нашего теста. Скажу я тебе, тесто получилось отличное. Помешал ты все замечательно. Оно уже готово для того, чтобы его мы залили в форму. Отличная работа. Поздравляю. Берем 2 одинаковые формочку формочки. мы взяли одноразовую, чтобы мне потом было меньше, что мыть. На дно положили прямоугольную бумажку. Ну давай, смажем нашу форму дно и стеночки растительным маслом и зальем туда наше тесто. Стенки все смажь, а потом легко было вытаскивать. И теперь выливаем. Заливаем, я держу. Так, теперь постучи по столу. Возьми вот эту лопаточку и делай вот такие вот движения. Вот оно полностью избавилось от пузырей. И готово. Один полуфабрикат готов. Займемся вторым. Давай. Для приготовления лимонного кекса делаем все то же самое. Берем 1,5 лимона, потому что по весу это 1 апельсин. И нарезаем эти 1,5 лимона на кусочки. Единственное, что если в лимоне встречаются косточки, то их лучше удалить. А мы сейчас это проверим. И все косточки уберем. Очистили лимончик от косточек и загружаем его в блендер. Засыпаем сахарный песок. Разбиваем туда 3 яйца. Заливаешь масло. И пробиваем все до однородности. Отлично! Все, масса готова. Теперь добавляем муку. Разрыхлитель и перемешиваем.
аккуратно лопаточкой до однородности. Можно перекладывать в форму. Наливай растительное масло, а ты смажь стенки и дно. Заливаем тесто в форму и распределяем ее полностью ровненько по всей поверхности. Потряси, чтобы лишние пузырьки, видишь, как на поверхность выходят. Делаем вот такие вот движения, чтобы дать выход этим пузырькам. Ну что? Тесто для 2 кексов у нас готово. Можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогрели до 170 градусов. Отправляем часика на 1,5. Да, выпекаться они будут долго. Пока наши кексы выпекаются, мы из оставшегося апельсина и 1,5 лимонов сделаем сок. Для чего? Сейчас увидите. Так, сочный апельсинчик. Так, теперь лимончики. Отлично. Так, лимонный и апельсиновый сок для пропитки кексов у нас готовы. А мы еще, друзья, заранее, вчера, для украшения наших кексов приготовили цукаты из апельсина и лимона. Если вам будет интересен наш рецепт, вы нам в комментариях напишите, мы снимем по этому поводу отдельный ролик. И от приготовления цукатов у нас остался сироп, который мы используем, чтобы немножко уменьшить кислоту лимона, потому что сироп сладенький. Вот, да, 2 а лимон ложечки. очень-очень кислый. Поэтому мы 2 ложечки добавим в сок лимонный, и он будет не такой кислый, когда мы будем пропитывать наш лимонный кекс. Ой, какой от них идет одурманивающий аромат. Следующая итерация приготовления кекса. Мы их шпажками дырявим. Вот так вот прямо, чтобы сок пропитал как следует кекс. Апельсиновый поливай апельсином, только не до конца, половинку. Все, стоп. Теперь дырявим лимонный. Видите, какой хороший сухой кекс получился. К шпажке ничего не прилипает. Поливай. Так, хватит. Оставь это на вторую часть. И теперь надо их перевернуть, чтобы полить со второй стороны. Сначала бортики проверь, чтобы они отделялись от краев. Так, этот хорош, это хорош. Теперь вот этот. Вот. Отлично, все. Убираю эту штучку, она нам больше не нужна. Теперь нужны тарелочки, чтобы переворачивать. Отлично. Снимаю эту бумажечку. Теперь второй кексик переворачиваем. Делаем ту же самую процедуру перед тем, как залить соком. Протыкаем. Это просто для того, чтобы сок проник как можно глубже. И заливаем. Давай, уже льешь все. Тихонечко лей, чтобы прямо кекс пропитывался. Так, теперь то же самое с лимончиком. И отлично. Супер. Все, отлично. Следующий этап. Следующий этап украшаем цукатами наши кексы. Давай. Ну, давайте попробуем апельсиновый. А лимоны оставим на закуску. Сейчас вам скажем. О, какой мягкий. Воздушный, воздушный. Ароматный.
наполнен цитрусовыми вкусами и запахами. Это что-то с чем-то. И, кстати, он тоже не очень сладкий. Да. Несмотря на апельсины. Очень Несмотря вкусный. на то, что... И очень простой в приготовлении. Элементарно, Ватсон. Это делается на раз-два. Тут даже 3 не надо. Так что даже те, кто сомневается в своих кулинарных способностях, вполне могут порадовать себя и удивить своих любимых и близких. А верх можно украсить просто апельсиновой или лимонной цедрой, чтобы не мучиться приготовлением цукатов. В принципе, их приготовление тоже достаточно простое, и мы с вами готовы этим тоже поделиться. Так что подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда, ни при каких обстоятельствах не бойтесь экспериментировать и фантазировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих близких фантастически вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!